Здорово, ребят. Решил я таки все-таки записать итоги года, так скажем. Хоть сейчас и февраль, но все равно надо мне рассказать о том, что произошло в 2014 году, потому что на самом деле-то все мои успехи в этом году связаны именно с тем, что произошло в прошлом. Ну так вот, вы, естественно, помните в основном все, что я сделал, но я вам попытаюсь со своей стороны рассказать, что это были за события. Вот, как я вообще пришел к сисрайзингу, к мысли о сисрайзингу, и, собственно, подведем к январю 2015. Вот. Ну и начать стоит с того, что в самом начале 2014 года я был стримером, рядовым на Hello TV, который договаривался с буржуйскими турнирами, говорил: вот, смотрите, у меня такая статистика, давайте я ваш турнир откомментирую. У меня тогда были конкуренты Game Show, SLTV и все вроде, Сени пока не было. И я уже к этому времени имел хорошие отношения с ESL, я уже съездил в Кёльн на Red Call EMS Fall и, по идее, собирался ехать на Катовице. И меня пригласили на отборочные Катовице. В январе это все происходило, отборочные я тогда откомментировал, Нави их выиграли, естественно, там была одна квота для СНГ отборочных и Hellraisers, или как они тогда назывались, ну, в общем, команда Доси и Ангела. Команда Доси и Ангела и так имела слот. И я после отборочных узнал о том, что появляется новый игрок на сцене, Сеня, который, собственно, ESL забрал. И в итоге к апрелю выходит так, что со всех турниров, которые я до этого мог комментировать, я вылетаю. Фактически остаюсь без дела. У меня нет возможности комментировать турниры, кроме ЕСЕ. А ЕСЕ только в конкуренции с другими, кто захочет. И при этом с возможностью комментировать финалы, но финалы ночью. Их очень редко смотрели. Была возможность вообще забить. Потому что не было мне понятно, что дальше делать. Я тогда был приглашен комментировать Воронеж Кап ФКС. Вот, это меня очень взбодрило. Я получил на Воронеж Капе хорошую статистику. Бегал с этой статистикой все лето, пытался искать спонсоров. Пусть и не особо результативно у меня это получалось, но я очень многому научился за это время, пока пробовал. Собственно, летом меня тоже в ФКС еще разок пригласили. Я думал, нормально меня ребята зовут на турниры. Но как бы от ФКС интереса в проведении еще одного Воронеж Капа не было. Я понял это по разговору с организаторами самими воронежскими. Вот. И, собственно, к июню мне приходит в голову идея, что а почему бы собственный турнир не делать? Учитывая, что у меня уже была связь из-за Воронеж Капа с CSGO Lounge, который тогда только развивался. Я еще дурак. В конце 2013-го, когда Lounge только появлялся, они мне первому написали и сказали: вот, давай нас поддерживать, развивать. Я отказался. Это было очень, на самом деле, глупым решением. Гордый, молодой был. Думал, все сам сделаю. Нет. Один в поле не воин. Это показала практика. В итоге геймшоу поимели первостепенное преимущество на лаунже, потому что поддержали этот развивающийся сервис. И там еще Андерсон был говорящий. В общем, все развилось. Я поговорил с поляками. Мы в итоге пришли к решению, что будем работать дальше. Ну и там по их схеме, с роликом и с баннером, мы в итоге начинаем первый сезон. Ну и вот, собственно, об итогах сисрайзинга, о том, как он шел. Было у меня несколько грубых ошибок в его проведении. Во-первых, самое главное, это то, что я тешил себя надеждой, что смогу жесткими правилами удержать составы. Составы команд, которые ссорились, которые разваливались, полностью собирались новые и пытались ко мне на сезон попасть. Выдержал я только то, что после развала команд, то есть мы дошли до того, что делаем костяк, мы можем дать команде играть, если в ней остается костяк 60% игроков. Изначально я вообще хотел, чтобы не меняли составы.
То есть, если хоть один ушел, все, кик с лиги. Ни одна команда не смогла без изменений пройти первый сезон. То есть, даже не то, что все полгода, которые растянулись, а даже за 3 месяца. За первые 3 месяца во всех командах были изменения в составах. Это первая проблема была, где мне поступиться своими принципами пришлось. И в итоге мы имеем, что имеем. 60%. И кик с лиги, если меньше 60%. Может, даже в исключительных ситуациях я даже готов. Это только если прям очень жесткие проблемы с возможностью продолжения нынешним составом. Ну что, это было первым фейлом. Второй, это то, что я решил полностью избегать СЛТВ, избегать International, избегать ESL Кёльна, и в это время не стримил вообще. И не ставил даже матчи. Из-за этого, собственно, лига и растянулась. То, что я пытался выбирать только те дни, когда я единственный был. Но мне приходилось это делать, потому что я не знал вообще, способен ли я благодаря рекламе на Твиче собрать призовой фонд свой. И только к ноябрю я был уже точно уверен, что он у меня есть. И он готов. Вот уже под самый конец. Эти нервы, им семя положило то, что у меня команды разваливались. У меня вылетело 2 или 3 команды, по-моему, с первого сезона. Я уже точно не помню. Aces вылетели. USSR вылетели, развалились. И еще, по-моему, 3-я какая-то. Но я не могу никак вспомнить. Было 8 команд, осталось 5 под конец. Да, 3, по-моему, вылетело. Только какие 3? Я вот не могу сейчас вспомнить. Ладно, это уже не важно. Сделал я выводы, теперь понял, что благодаря англоязычному комментатору можем мы спокойно сидеть и конкурировать с кем угодно. Хоть 3 лиги одновременно в этот день, мы все равно свою аудиторию имеем, за что вам спасибо большое, зрители, что вы продолжаете смотреть и поддерживать нашу лигу. Слушаете мои постоянные повторения по поводу отблока, а действительно, на самом деле, я этот призовой фонд смог собрать только благодаря тому, что эта штука действует, что ребята доверяются мне, вырубают отблок на моей трансляции, а потом видят, что я рекламу во время трансляции не включаю, а она работает только в перерывах, когда я предупреждаю. Это вот положительная вещь была по итогам всего сезона. Ну и за эти полгода вообще лига была никем не спонсируема, чисто я призовой фонд собирал с рекламы. Получилось это сделать в декабрю. Ну и пару слов еще, каких можно сказать. Ну да, главное, что команды стали узнаваемыми, многие. У нас теперь отлично вся сцена, которая, вся зрительская база, которая наблюдает активно за ХЛТВ, знают, кто такие ГГВП белорусы, отлично знают Moscow 5, там еще и ТЭК, конечно, позволяет проявлять интерес. Да, Team, они сами себе имя сделали. Команды Хуча постоянно, которые мы показываем, и все те, кто кружится. Сейчас во втором сезоне появился Питер, который тоже отлично выглядит, и сам себе тоже имя делает благодаря отборочным. Надеюсь, что Aces будут чаще играть и выстреливать, и их тоже начнут узнавать. Вот. Сейчас происходит процесс, о котором я говорил всем командам в свое время, еще год назад, да и я это каждый год говорю ребятам, с которыми я общаюсь, которые хотят со мной разговаривать, что нам нужно создавать фон хороший для спонсоров. А фон для спонсоров – это стабильные составы, это результаты, это узнаваемость у зрителя. Если вы себе меняете название команды каждые 3 месяца, то о вас быстро очень забывают. Если вы не активны в течение 3 месяцев, о вас тоже моментально забывают. Вы вернулись через год, невероятный камбэк делаете, один раз кого-то выигрываете, опять пропадаете на 3 месяца, все, вас не узнают, никому вы не нужны. То есть вы, например, съездили на один лан, хорошо на нем выступили, обыграли какого-то фаворита, пропали, все, вы никому не нужны. Вы должны играть постоянно, ваших игроков должен узнавать зритель, видеть с ними хайлайты, и у него должно быть постоянно на слуху название вашей команды. Тогда будет развитие. Мне понадобилось с лигой, год работать. На самом деле работаю я уже больше, но именно создание бренда до появления первого спонсора нужно было прождать полгода. Нужно было даже больше, наверное, месяцев 7 надо было работать активно искать спонсоров, писать письма, звонить.
И только через 7 месяцев уже люди решили вложиться. Это Zowie. Но и то, это только первое вложение, минимальное. Оно не особо сильно повлияло, но это уже отличный первый шаг. Я надеюсь, что на следующий сезон с Zowie мы договоримся о более широких условиях. Ну и 2014 год закончился тем, что я анонсировал второй сезон, провел к нему отборочные, тоже спорные. Конфликты у меня были со многими игроками, командами по поводу и судейства, и всего остального. Сейчас остро нуждаюсь. Ну и под конец года понял, что остро нуждаюсь в Ютубе развивающемся, который позволит быть с вами в контакте, даже когда я не транслирую. Вот, собственно, вряд ли многие из вас бы посмотрели, вот если бы я сейчас, например, трансляцию включил на час, все это рассказал и потом никуда запись не выложил. Большинство бы этого не увидело. Естественно, для такого общения нужен YouTube. Далее, мне нужен маркетолог. Надеюсь, что в этом году найдем. Возможно, я чисто на общение с иностранными компаниями перейду. В условиях того кризиса, который происходит, я вообще волосы рвал на башке в конце года, когда понимал, что сейчас компании будут даже отказываться, возможно, от российского рынка, от СНГшного. Но вот, судя по всему, Twitch, по крайней мере, точно не намерен этого делать. Zowie тоже, а вот тех, кого я буду новых искать, у кого свои отделения в России есть, не знаю, посмотрим. Рынок должен на спад пойти в январе-феврале. Что будет дальше, какие рекламные бюджеты будут выделяться, я не понимаю. Ну что ж, стартовал у нас второй сезон, он у нас закончится в марте. Из-за того, что, во-первых, готовится как-то, отодвинуло меня, МКС меня отодвинул, плюс новогодние праздники. Мы сейчас вот в этот темп войдем, 2 матча в день, через день, я думаю, и в феврале много игр проведем. Команды, по идее, к этому готовы. До сих пор непонятно, что с ностальгией и Aces, но я надеюсь, мы в ближайшее время это узнаем у Dot Team, Flipside. Flipside нынешний серьезный график. Будем считать, что это итоги 2014 года, и немного я вам сказал про 2015. Ну и, собственно, про планы на 2015 год я вам в следующем видео уже расскажу. Спасибо, ребят, за просмотр, и до новых встреч. Я лохматый, да? Я не причесался. Нормально. Ну, куда я посмотрю?